Рада приветствовать каждого из вас. Сегодня я проведу пост-промоушен по поездке в Турции. Прошу взглянуть на фотографию. Глядя на нее, у меня вспыхнула буря позитивных эмоций. Те эмоции, которые я испытывала, находясь на этом отдыхе. Именно те эмоции, которыми я сейчас хочу поделиться с вами. И хочу спросить, кто хотел бы оказаться там, где были лидеры? Поставьте, пожалуйста, единички. О, отлично. Отлично. Я думаю, в следующий раз с нами в Турцию поедет не 30 человек, как это было в этот раз, а гораздо-гораздо больше. Может, 390 и даже больше. А почему бы и нет? С нами поедут именно те лидеры, которые покажут результат и приблизятся к своей цели. А промоушен был совсем легкий. Условия для выполнения всего лишь 17%. На уровне 17% надо было продержаться всего лишь 3 месяца с выплатой 20 тысяч рублей. Наша компания дает нам такую потрясающую возможность не только получать сумасшедшие чеки, но и менять свою жизнь, изменить качество своей жизни. Еще отдыхать за счет компании 2 раза в год. 2 раза в год все включено. В Турции 7 сказочных дней мы отдохнули. Все абсолютно бесплатно. Дорога, проживание, очень вкусная и разнообразная еда. Каждый выбрал для себя именно тот вид отдыха, который для него был более нужен, более близок. Кто-то просто отдыхал, спускался, чтобы позагорать, покушать, поплавать, да, как я. Кто-то воспользовался отдыхом по полной. Я хочу вам предоставить видео с Анталии, где мы отдыхали. Мы отдыхали в шикарном отеле. Отель назывался Royal Dragon. Вот, сейчас я вам предоставлю видео для просмотра. Так, сейчас, минуточку. Итак, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Проверим звук.
Спасибо, все слышно, значит, хорошо. Многие партнеры побывали также на экскурсиях. Каждый отдыхал как хотел. Приехал даже китайский цирк. Каждый вечер были разного рода представления, да, развлекалов. Царила великолепная атмосфера. Я вам хочу сказать, начните с самого малого. Выполняйте акции от компании, которые предоставляет вам компания. И для вас станет в порядке вещей выполнять и такие же акции, как и поездка, путешествие вместе с командой, вместе с лидерским составом, вместе с президентом компании и с женой президента. Все то время, которое мы были в Турции, нас сопровождал вместе с нами, везде был наш уважаемый Вадим Алексеевич Цирюльников. На третий день к нам приехал и сам президент Михал Ковар, что меня очень потрясло. Каждый раз, когда я его встречала, он улыбался и спрашивал, все ли нам нравится, все ли хорошо у нас. Очень позитивный, самый лучший президент, на которого можно положиться. Он нас всех пригласил спуститься на первый этаж. Мы все были в замечательных вот этих белоснежных футболках с логотипом нашей компании. Такие красочные все, такие позитивные. Не слышно меня? Как меня слышно? Ну все, отлично, значит у вас что-то с интернетом. Вот, что хотела я сказать. Мы все спустились, он нас всех официально поприветствовал, все очень эмоциональные. Кроме нашей компании, кроме нашей команды, были еще партнеры из 5 стран. Самые шумные — Италия, Испания. Партнеры из Италии, из Испании. Были партнеры из Словакии, из Чехии. То есть там царила такая атмосфера, эмоции просто зашкаливали. И мы не знали языка, но там царила такая атмосфера. Мы все говорили на одном языке, на языке компании Essence. Из этого всего я сделала вывод, что настоящим лидером может стать только позитивный человек. Позитивный и открытый к общению человек. Потому что все были настолько позитивны. С таких событий, я вам хочу сказать, мы уезжаем совсем другими. Мы становимся еще успешнее, еще одухотвореннее, еще богаче. Я в Турции познакомилась с множеством успешных лидеров. Мы делились эмоциями, знаниями, своими достижениями, своим ведением успешного бизнеса. У каждого ведь он свой. А еще с нами был наш прекрасный бизнес-тренер Ули Валтер. Сейчас я вам покажу его фотографию. Так. К сожалению, я не смогла загрузить все фотографии. С нами был наш великолепный бизнес-тренер Ули Валтер, который нам любезно отвечал на все вопросы касательно маркетингового плана. Еще раз мы убедились в том, что доход нашей компании, он просто не ограничен, что очень важно развивать первую линию. С нами был партнер, у которого чек свыше 1,5 миллиона, и это даже не предел. Последний день мы из Анталии улетели в Стамбул на завод «Селюз». Тот самый завод, где производят эссенции для наших духов, о котором мы часто говорим на наших школах. Единственный завод в Турции, завод, который вошел в 5 лучших заводов Европы. Мы ознакомились с технологией производства духов, разделились на 4 команды.
Да, чек шикарный. Разделили на 4, нас разделили на 4 команды, и каждая команда могла составить свой уникальный аромат, который нам и подарили. Мы привезли с собой его в Россию. Я вам покажу видео из завода Селёз, чтобы вы могли сами посмотреть, какого масштаба этот завод и какого масштаба вообще наша компания. Сейчас. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides de pedirle. Si te pido un beso, vendámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero. Şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sığar mı erkek niye seni şımarık, değişti mi bu dünya? Çekmiş kaşına gözüne sürme, dudaklar kıpkırmızı kırtıyor. Bir de karşıma geçmiş utanması yok, inadıma inadıma sırıtıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan, ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak, dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsan. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü belam yakalarsan. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Ocağına düştüm yavru, kucağına düştüm yavru, sıcağına düştüm yavru, el aman. Takmış koluna elin adamını, beni Итак, как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Всё. Спасибо. Спасибо. После экскурсии в Селёз мы отдохнули в шикарном отеле в Стамбуле Кая Рамада. Хочу вам сказать, мы улетели совсем другими людьми, совсем другими целями.
совсем другими желаниями. Но самое главное, мы улетели совсем другой командой, более сплоченной командой. Хочу вам всем пожелать успехов и удачи. Раз у меня все получилось, я обычная мама в декрете с 2 детьми. Раз у меня все получилось, то получится обязательно и у вас. Ставьте цели, запланируйте свой успех, у вас все получится. А сейчас я хочу передать слово моему партнеру Андрею Бобрышеву. Он поделится своим видением поездки, своими эмоциями. Всем спасибо. Андрей. Как меня слышно и как меня видно? Если слышно, видно хорошо, поставьте десяточки. У меня просто такое освещение в квартире, к сожалению, наверное, будет отбликивать. Если не против, я отключу. Поставьте с видео оставить или без видео, как вам хочется. Хорошо, ладно, пускай тогда будет немножко свет у нас в камеру бить, потому что тут у меня вокруг стекла, зеркала и так далее. Вот, и поблагодарить тебя, Якут, огромное спасибо. Спасибо за сегодняшнее выступление, за то, что поделилась своими эмоциями. Я думаю, внутри было гораздо больше того, что ты сегодня передавала, но я думаю, будет еще прекрасная возможность своими эмоциями вживую делиться со своими партнерами, возможно, где-то в чатах. И я думаю, после такой замечательной поездки эмоции не утихают несколько недель, а у некоторых несколько месяцев. Хотя людям свойственно забывать. И я рад приветствовать сегодня всех партнеров, всех новичков, всех лидеров на сегодняшнем вебинаре, на сегодняшнем пост-промоушене. Да? И это очень важная часть, я считаю. Почему? Потому что очень важно делиться с людьми тем, что ты имеешь внутри. Теми эмоциями, теми переживаниями, тем видением, теми принципами, которые мы получаем в таких поездках. Да. И благодаря компании Essence, да, и благодаря вообще сетевому маркетингу я за свою профессиональную карьеру уже посещаю 7-ю страну, и не считая там разных частей России. Поэтому это уникальная возможность, да, и я знаю то, что среди нас были партнеры, которые не были ни разу за границей, и я в Турции был первый раз, да, и знаете, я был прекрасно удивлен, я был в Азии, я был в Европе, да, но вот в Турцию как-то не удавалось попадать, да, и когда я попал в эту страну, то есть я не знаю, она как-то с первого времени меня, влюбила в себя, так скажем, да. Чем влюбила, я, наверное, расскажу немножко попозже, да, но вот сегодняшнее свое выступление будет, наверное, я думаю, правильно, если я начну со слов благодарности. Возможно, нас многие из людей сегодня не услышат, да, которым я буду адресовать, да, пускай, знаете, энергетически просто пошлем эти, знаете, слова благодарности, эти эмоции благодарности. Я думаю, что среди нас есть сегодня здесь достаточное количество партнеров, которые ездили в эту поездку, да, и, безусловно, прежде всего, конечно же, благодарен компании, да, и президенту Михалу Коваджу за столь, я считаю, что уникальную возможность для многих людей, да, потому что кто-то был в первый раз, да, кто-то, возможно, был не первый раз, да, и, знаете, можно ездить отдыхать, можно ездить путешествовать, можно делать это с семьей, да, но делать огромной командой, да, единомышленников, тех людей, у которых схожи принципы, схожи жизненные цели, там какие-то, возможно, обстоятельства. В общем, когда люди на одной волне находятся, да, отдых среди людей, которых объединяют, да, там, не знаю, одна компания, и люди, которые из разных стран,
это просто потрясающе. И поэтому большое спасибо президенту, да, большое спасибо Миху, да, он вообще, я считаю, что особенный человек, уникальный, он очень доступный, он профессиональный, да, он с большим видением, он с очень, знаете, таким внимательным подходом к бизнесу и к партнерам, поэтому ну, у такой компании с таким руководителем, да, эта компания обречена на успех. Вот. Вторую благодарность бы хотелось бы выразить, конечно, Вадиму Алексеевичу, да, и всей команде Essence Россия, да, за организацию этой поездки, да, за подготовку, да, за прозвон, за, знаете, за производство там футбола. Хотя мне досталась футболка на 3 размера больше, но я даже, знаете, как-то немножечко думаю, ну как же я буду, все будут ходить в футболке, а я буду ходить в мешке, вот, но все-таки даже в этот момент все решилось, так получилось, что мы там с партнерами обменялись, и каждому необходимые размеры достались, и, знаете, даже это, знаете, какой-то, может быть, маленький, несостыковка маленькая, да, обратилась огромным позитивом, юмором, радостью, знаете, такими искренними, неподдельными эмоциями. Поэтому огромная благодарность Вадиму Алексеевичу, огромная благодарность всем менеджерам компании Essence, которые подготавливали, организовывали эту поездку. Также большую благодарность хочу выразить всем ребятам, всем лидерам, всем партнерам разного возраста, с разных, не знаю, городов, да, с кем мы отдыхали, потому что без вас, без людей, да, без общения, я думаю, что она бы не была бы такой бы яркой. Я считаю, что это, ну, одно из самых важных, да, вот, когда люди объединяются именно в такой неформальной обстановке. Большое спасибо также, ребята, всем вам. Если вы меня слышите, можете восклицательные знаки поставить, если вы со мной согласны вот, объединиться в этой благодарности. Вот. И что бы я хотел отметить, я не вижу, что в чате я его практически не считаю, поэтому простите меня, если там вы какие-то задаете вопросы. И что бы я еще хотел сказать? Да, я бы хотел, конечно же, сказать, для меня это было важно, да, потому что я неоднократно посещал разные страны, неоднократно ездил в подобные путешествия, да, но вот качественную организацию, да, все перелеты, все, знаете, даже у нас были вот такие инструктажи, некоторые из ребят даже их не читал, да, но я вот полистал, посмотрел, насколько качественно, понятно было отдых, что, где сделать, как делать и так далее, да. Меня вот по случаю судьбы получилось так, что расселили с испанцем Хосе, вот. Он завоевал сердца очень многих людей, наших русскоговорящих партнеров из нашей страны, и также Италии, и Чехии, и Словакии, то есть из разных стран. То есть я жил с этим человеком практически всю неделю, общались мы через Google переводчик где-то на фразами английского языка, ну то есть было очень интересно, было, знаете, искренне, было по-настоящему, было, ну просто замечательное время, поэтому, знаете, вот я не буду, наверное, говорить о сервисе, да, который был в отеле, хотя он был очень потрясающий, да, я не видел, ну, ни разу такого разнообразия пищи. Все было очень вкусно приготовлено. Было огромное количество напитков. Да? Мы сидели, отдыхали ну, в фойе, в залах различных. Везде были диваны, везде были цветы, ну, стояли. Мы отдыхали, к нам подходили официанты, да, и в любой момент спрашивали, какие бы вы напитки хотели быть. В такие моменты ты себя чувствуешь человеком, в такие моменты тебе хочется жить, в такие моменты тебе хочется развиваться. Я устал показывать лайки всем барменам, всем официантам, всему обслуживающему персоналу, потому что для меня это было, ну, по моей оценке, было сделано все на суперкачественном уровне, да, и я понимаю, что не в каждом, возможно, там отеле такая обстановка была, но именно для нас эти условия были созданы, и я это очень оценил, мне очень это понравилось, да. И знаете, и каждый день, знаете, он не был похож на день сурка, да.
Мы ходили на пляж, мы ходили, ну, мы купались в море, да, мы купались в бассейне, мы гуляли, ребята посещали различные экскурсии, да. Я встретил в Турции, в этом городе, двоих людей из других городов, которые параллельно отдыхали, и мне удалось с ними тоже пообщаться. Да. Ходили партнеры, занимались шопингом. Ну, то есть программа реально была насыщенной. Каждый находил себе применение. Я не видел ни одного человека с нашей команды, где бы человек был бы с какой-то кислой миной на лице, да, у человека, у которого бы не было настроения, просто всегда хотелось как-то общаться, всегда хотелось как-то шутить, да, мы очень много смеялись, Марина, много, Марина Петровна там мне вообще проходу не давала, я обожаю эту женщину, вот, вообще вот очень хорошо подружился с семьей Тамаевых, правильно сказал, Хэди, Залем, и вообще многих партнеров, многих ребят могу перечислять. Первые там 10 чеков компании, да, это Тимаевы, простите, пожалуйста, вот. Мы реально, знаете, я некоторых людей видел в первый раз, но такое ощущение было, что мы друг друга знали, наверное, лет 10. Когда в легкой, в свободной, непринужденной обстановке мы могли говорить на различные темы, это, ну, реально сплочало. Я столько получил много инсайтов, различных вот откровений, осознаний по бизнесу, да, когда я задавал вопросы, да, вот нашим девушкам, лидерам, да, уже признанным лидерам, да, с опытом, с чеком, да, которые год-полтора всего лишь в этом бизнесе и добились уже таких результатов, кто-то 2, 3, 4, 5, 6 тысяч долларов зарабатывает, вот, и для меня это просто, ну, было таким каким-то, знаете, разрывом шаблона, что этот бизнес несложный, просто надо делать. Я задавал различные вопросы. И знаете, самое интересное, что я не услышал, чтобы они сказали что-то замудренное, что-то сложное, что-то невероятно, которое невозможно повторить. Да? Это всегда были простые какие-то человеческие советы, это какие-то простые технологии, да, которые сегодня можно применять для того, чтобы этот бизнес развивался. Мне просто было интересно, да, как это было у других людей. Да? И поэтому я могу сказать, что такие поездки, они очень сильно объединяют. Они объединяют команды. Они объединяют, знаете, вот я как будто как на одном дыхании говорю, они объединяют параллельные структуры, да, люди начинают дружить, люди начинают обмениваться опытом. Вот фотографии можно, да, полистать. Вот. И поэтому, знаете, вот там дружественная такая стояла обстановка. Общение с лидерами очень было комфортное, да, вот разного статуса, разного уровня, да. С президентом мы достаточно хорошо пообщались, у нас был такой открытый, неформальный такой брифинг, да. Вадим Алексеевич отвечал там на различные вопросы. Ну, то есть, ребят, самое ресурсное, знаете, потому что одно дело посещать вебинары, одно дело, да, там что-то как-то обучаться самостоятельно. Но когда ты приезжаешь и совмещаешь вот именно отдых, вот эту легкую, ненавязчивую атмосферу, то, знаете, гораздо больше получаешь именно вот в таком плане, потому что, ну, сердце открыто, как говорится, душа открыта, способна принимать много нового или, может быть, хорошо забытого старого. Вот. Поэтому обмен опытом был, я считаю, что очень потрясающим. Вот. Что мне еще понравилось? Мне очень сильно понравилось то, что нас замечали люди. Потому что мы ходили в одинаковых футболках. Я, к сожалению, только сегодня приехал несколько часов назад домой, поэтому я ее постирал. Хотел сначала одеть эту замечательную футболочку. Вот. И вы знаете, мы были похожи, да, вот чем-то, да, друг на друга, да, и вот у нас была, так, знаешь, такая, знаете, одинаковая корпоративная, так скажем, одежда, и люди задавали вопросы. И я скажу, что многие из нас установили много новых контактов и познакомились с людьми из разных стран, ну, не только компании Essence, да, потому что, ну, там, ну, огромное количество людей отдыхало.
Также кто-то из партнеров умудрился поработать и подписать себе новые страны, новых партнеров, да. Я знаю, что из Германии такие люди были, там, из России, там, из каких-то других городов. Ребят, если вы меня слышите, если кто из вас подписал новых партнеров, я вот знаю, Марианна там зажигала и в аэропорту подписывала каких-то сетевиков, и в отеле, короче. Напишите, пожалуйста, кто умудрился там подписать новых партнеров, либо качественные встречи провести, да. Это не только был отдых, знаете, для кого-то это была работа. Но, знаете, я не могу назвать это работой, потому что, скорее всего, это просто образ жизни. Когда в тебе есть что-то такое, с чем ты готов будешь поделиться с другими людьми, то и это, знаете, ненавязчиво, то это уже, наверное, не работает. Это просто образ мыслей, да, образ жизни, стиль жизни, назовите как угодно, да, но мы это делали просто в кайф. Мы делали это от души, от чистого сердца. Я сам познакомился с одной девушкой, познакомился с барменом с Турции, да, мы с ним пообщались. У него, оказывается, брат живет в соседней области, в Самарской области. Поэтому, знаете, хорошее время было для установления новых контактов, коммуникаций и даже для расширения своего бизнеса. Вот. Поэтому, это тоже такой, знаете, немаловажный момент, когда, знаете, на вас обращают внимание. Я считаю, это важно. Уметь быть человеком коммуникабельным, уметь быть человеком интересным, да, уметь быть человеком вовлекающим, да, уметь быть человеком открытым, строящим новые отношения. Поэтому было, просто нереально круто. Вот. Знаете, и что бы тоже хотел отметить, да, вот мы хорошо отдохнули эти 7 дней. Я не буду повторяться, потому что уже хорошие отзывы, да, Якут сказала. Вот, и правда, там все было, всего было много, всего было в достатке, да. И потом, после окончания уже вот этого пляжного отдыха, да, мы поехали в Стамбул. К сожалению, мне не удалось погулять по Стамбулу, но я даже обрадовался. Почему? Потому что, если честно, я хочу вернуться. Я обязательно хочу вернуться на следующий год. Я обязательно хочу, чтобы были люди из моей команды, да, которые могли, это не только моя первая линия, чтобы это была также и моя глубина, да, чтобы как можно больше людей попали в эту атмосферу удовольствия, в эту атмосферу радости, счастья, знаете, в эту атмосферу свободы и вот всего, того, что испытывали мы, да. Я даже не могу, наверное, все до конца передать то, что мы переживали. И когда мы приехали в Стамбул, да, и города я практически не видел, но меня очень сильно интересовал завод, да. И как-то на картинках, когда ты смотришь, это совершенно одна часть. Но когда, ребят, мы попали вовнутрь, это было что-то. Когда мы только подъехали, я не знаю, тут картинок нет, может быть, кто-нибудь где-нибудь в чатах выкинет фотографии, но когда мы попали, знаете, подъезжаем в такую промышленную зону за Стамбулом, да, я так понимаю, там какие-то поселки или какой-то населенный пункт, может быть, какая-то деревня, да, турецкая, но и там различные производства находятся. И когда мы начали подъезжать к территории Селюза, он просто кардинально отличался. Это просто было, знаете, красивые ограждения, это лужайки, посаженные цветы, красивая парковка. Сам завод «Селюз» полностью вокруг изготовлен из стекла, из толстого такого темного стекла. Вот. И поэтому, знаете, меня очень приятно, знаете, удивил именно завод, потому что, я ожидал новых технологий, я ожидал качества, да, потому что завод входит в 5 самых таких крупных, да, известных парфюмерных заводов в Европе. Но я не ожидал, что там будет настолько круто, да, потому что внутри завода была зелень, был сад. А внутри завода было сделано все по, по европейским, по очень серьезным стандартам. Я очень сильно люблю чистоту, и я не знаю, мне такое ощущение было, что там можно было с пола кушать. Вот. И было все очень красиво, были разные помещения, да,
На этом заводе было, ну, нам проводили экскурсию, 6 парфюмеров работает, которые помогают создавать различные ароматы, да, там, дополнять с международным признанием. То есть ну, молодые сотрудники, да, там, красивый достаточно персонал, нас покормили в столовой вкусно. Вот, знаете, мы посмотрели, как создаются ароматы, все оборудование высокотехнологичное, мы побывали на складе, да, мы побывали, ну, в различных помещениях. Знаете, я вам, ребят, скажу, вот то, что я говорю, это 2-3, может быть, там, процента от того, что можно увидеть своими словами. И в очередной раз скажу, что, знаете, поставьте себе цель. Этот промоушен, он повторится на следующий год, да, и даже лидеры, да, которые уже сегодня были, да, надо сделать немножко другие условия, но надо их сделать для того, чтобы окунуться в это второй раз, потому что, знаете, с первого раза будет даже тяжело понять, да, но надо это увидеть своими глазами и понять, насколько это круто, насколько это интересно, вот, и мы... Там, ну, знаете, посмотрите еще фотографии, может быть не здесь, может быть где-то в другом месте, вот, но это было потрясающе. Это того стоит, чтобы туда вернуться еще раз. А если кто не был, я просто настоятельно рекомендую, да, через год закрыть эти, знаете, 17%, вот, и побывать, да, кому-то, может быть, возможно, там, 2 людей в первой линии вырастить по 17%, и побывать, увидеть это своими глазами, потому что это вызовет у вас незабываемые просто эмоции, чувства. Может быть, это для меня было важно посетить этот завод, да. Самое интересное, что мы там разбились на 4 команды, и каждая команда создавала свой собственный аромат, да. Ароматы были, ну, разные, они были друг на друга не похожи, но я думаю, что с этой задачей абсолютно каждый справился, да. Я привез этот аромат своей будущей жене, подарил, потому что я знаю, что всего лишь у нескольких человек подобный аромат будет вообще в мире, в природе он существует. Поэтому настолько он уникален. Вот. Поэтому хорошие впечатления у меня остались о поездке, да, о поездке в целом, от общения с людьми, от сервиса, от обслуживания, от отдыха. Кто-то не высыпался, мне удавалось и высыпаться, и посещать различные мероприятия. Все было настолько шикарно, все было настолько круто, что сегодня я приехал вообще с абсолютно новыми идеями, я приехал отдохнувший, мне уже пишут люди, где ты был, там, расскажи, чем занимаешься, да, я даже не успеваю сегодня отвечать, насколько это, вот и сейчас пришла заявочка, прям в режиме реального времени. Вот. Поэтому, знаете, очень важно посещать такие мероприятия. Очень важно, как Якут сказала, ставить цели и достигать их. Очень важно держаться вместе. И мне бы хотелось бы вот сейчас ко всем партнерам обратиться и сказать, бизнес, да, с компанией Essence, он, знаете, он только начинается. Он не закончился, он только начинается. И поэтому 39 человек – это не то количество, да, которое может посещать очередные мероприятия компании. И я хочу сказать и обратиться к лидерам, да, что в нашей ответственности лежит помочь людям, да, но только тем, которые хотят этого, для того, чтобы на следующий год они обязательно посетили это прекрасное событие. А также нам постараться выложиться максимально, чтобы огромное количество партнеров из России посетило Венецию. Это следующее мероприятие, командное мероприятие, это приуроченное к дню рождения, 6-летию компании Essence во всем мире. Вот. Ну, чтобы попасть на него, чтобы нам с вами поработать, закрыть, там, получается, у нас июль, август и сентябрь 20%. Для того, 25% для того, чтобы полететь в другую, в новую страну, также провести замечательное время, да, это также будет интернациональная команда, да, с разных стран мира,
это будет абсолютно новый город, это будут шикарные отели, это будет просто праздник для души. Поэтому просто рекомендую уже сегодня начинать делать, и возможно вы только сегодня первый день там как подключились в бизнес, возможно неделю назад, возможно месяц. Я вам хочу сказать, разберитесь, вовлекитесь, не останавливайтесь, начните делать, да, потому что это не настолько сложно, насколько, может быть, это кажется. И даже если, может быть, месяц, 2 или 3-4 у вас не получалось, да, то можно продолжить заниматься этим. И обязательно будет результат, обязательно будет успех. Общайтесь со своими лидерами, задавайте им вопросы, спрашивайте, что делать. Давайте вместе проводить активно вебинары и презентации, да, давайте вместе будем учиться, давайте, чтобы количество людей в комнате росло, это чтобы не было не 150 человек, да, в вебинарной комнате, а хотя бы 500. Почему? Потому что нас уже сегодня огромное количество, да, и я думаю, каждый человек хочет быть счастливым, здоровым, богатым, реализованным и успешным, и мы можем помогать людям, и у нас прекрасный в руках инструмент, поэтому приглашайте обязательно на все вебинары компании людей, новичков, да, приходите сами, где мы будем делиться своими техниками, технологиями, своим опытом, да, абсолютно разным, да, у кого-то он как-то, возможно, строится по-другому, но я могу сказать, что чем больше количество людей узнают о возможности с компанией Essence, тем успешнее, да, может быть, и где-то счастливее будем и мы. Вот. Поэтому, знаете, наверное, буду заканчивать. Пускай, может быть, сегодня такое время мы с вами провели, но я думаю, что оно было продуктивно. Я не задавал сегодня никому никаких вопросов, я не читал чат. Мне просто хотелось искренне поделиться с вами вот именно той энергетикой, которой был наполнен я вот за эту неделю, вот за это время, которое был в путешествии. Вот. Если вам откликнулось, если вам понравилось, просто возьмите это, держите это, не отпускайте и начинайте делать, начинайте практиковать, начинайте приглашать новых людей, пользуйтесь продуктом, рассказывайте об этой возможности своим друзьям, рассказывайте о путешествии, ставьте целью, чтобы попасть на эти путешествия. Я просто искренне каждому партнеру, каждому человеку желаю счастья, успехов, любви и реализации. Вот. Поэтому давайте тогда будем заканчивать. Наверное, не буду отвечать ни на какие вопросы. Наверное-то и вопросов ни у кого никаких нет. Вот. Поэтому, ребят, время отпуска закончилось. С завтрашнего дня, кто-то уже и сегодняшнего дня приступил к работе. Так что давайте, чтобы на следующий четверг в вебинарной комнате у нас был реальный аншлаг. Возможно, я не знаю, что там по расписанию, вот, но посмотрим и приглашайте новых людей для того, чтобы вот наш бизнес рос все динамичнее и быстрее. Все, всем желаю хорошего вечера, вот, и до следующих встреч на вебинарах. Подписывайтесь друг другу там в друзья, ВКонтакте, на Фейсбуке, в Инстаграме, да, давайте дружить, давайте общаться, давайте становиться как-то сильнее, профессиональнее в нашей общей теме. Вот. Да, до встречи в Венеции. Все, еще раз всем спасибо. Якут, спасибо тебе огромное за сегодняшнее выступление. Будем на связи. Напишу тебе в личку.